А слышали историю Уэйда Уилсона, безжалостного убийцы, который насмехался над родственниками жертв в суде? Я расскажу, как он расправлялся с девушками и почему потом прославился в ТикТоке с кличкой Дэдпул-убийца, собрав целую армию поклонниц. Что с ним стало в итоге? Расскажу в конце. Убитые девушки. Все началось в небольшом городишке Кейп-Коралл, где кроме полей и пустошей толком ничего не было. Среди его жителей были 35-летняя Кристин Мелтон и 43-летняя Неа Даяна Руис. Кристин родилась в Иллинойсе и с юных лет дружила со Стефани Сейлорс. Вместе они пережили школьные годы, мечтая о будущем и путешествуя по стране в поисках работы и приключений. После переезда во Флориду они устроились работать официантками в местных ресторанах. Все заработанные деньги Кристин тратила не только на себя, но и на помощь своей пожилой матери, которая жила по соседству. Вечером 6 октября 2019 года Стефани и Кристин отправились в бар в Форт Майерсе, что находится всего в 20 минутах езды от Кейп-Коралл. Там они встретились с Уэйдом Уилсоном, который, как выяснилось позже, представился им под чужим именем. По словам Стефани, в тот вечер он показался им дружелюбным и обаятельным. После закрытия бара девушки отправились к Уилсону домой, где провели несколько часов. Уилсон, находясь за рулем, оказался не в состоянии управлять машиной из-за алкоголя, что заставило девушек вызвать Uber для возвращения домой. Утром следующего дня Стефани не получила ответа от Кристин, что было не характерно для нее. Волнение Стефани подтвердилось, когда полиция обнаружила тело подруги в ее доме. Судмедэксперты обнаружили на теле жертвы многочисленные синяки и повреждения, указывающие на насильственную смерть. Даяна Руис, которая также пропала в тот день, была найдена мертвой только через 3 дня в поле за одним из местных баров. У нее были признаки удушья и сломанная шея. Выводы следствия показали, что Уилсон подстерег Даяну по пути на работу, притворяясь нуждающимся в помощи. Затем напал на нее, душил и, убедившись, что она все еще жива, сбил насмерть. Как все начиналось? Но как вообще начинался этот роковой вечер? Мелисса Монтас и Уэйд Уилсон, влюбленная пара, отмечали 6-месячный юбилей их отношений в баре Будда в Кейп-Коралл. Их вечер начался с развлечений и новых знакомств, что было обычной практикой для пары, предпочитавшей проводить свободное время в подобных заведениях. Во время вечеринки Уэйд познакомился с другой девушкой и уговорил Мелиссу продолжить праздник у новой знакомой дома. Однако Мелисса отказалась, что привело к бурной ссоре между ними. Уилсон заявил, что нужно что-то забрать из машины Мелиссы, серого Dodge Hellcat, но затем исчез вместе с автомобилем. Уэйд, видимо, уехал на нем к девушке, с которой познакомился ранее. На следующее утро, взбешенный, он звонил Мелиссе и требовал встретиться у ее работы. Девушка, чувствуя неладное, подошла к указанному месту и увидела, что Уэйд приехал не на ее Dodge, а на черном Nissan. «Да-да, вы правильно поняли». Когда она начала расспрашивать его о своей машине, Уэйд в дерзкой манере предложил обсудить все внутри автомобиля. Однако Мелисса отказалась, и Уэйд начал применять физическую силу, пытаясь затянуть ее в машину. При этом ее платье чуть не порвалось. Вокруг пары собралась толпа, но никто не вызвал полицию. В итоге Мелиссе удалось освободиться и спрятаться в ближайшем кафе. Скорее всего, это спасло ей жизнь. Через некоторое время на место прибыла полиция. Мелисса рассказала о произошедшем, включая звонки с неизвестного номера. Выяснилось, что этот номер принадлежал Кристин Мелтон. Полицейский подошел к машине, в которой сидел Уэйд, и обнаружил его в нетрезвом состоянии и с обнаженным торсом. Уэйд уклончиво отвечал на вопросы полицейского, который попросил его оставаться на месте до прибытия подкрепления. Однако Уэйд не стал ждать и покинул место происшествия. Кем был Уэйд? Странный парень, правда? Но и жизнь его потрепала. Уэйд Уилсон родился в городе Форт Майерс, штат Флорида, 20 мая 1994 года. С детства его жизнь не была легкой. Его биологические родители, будучи подростками, не были готовы взять на себя ответственность за ребенка, особенно учитывая проблемы матери с психическим здоровьем и наркоманией. В итоге Уэйда усыновила семья Уилсонов, у которых уже было 2 дочери. В детстве Уэйд выглядел как уравновешенный мальчик, у которого не было проблем с адаптацией в школе и который не сталкивался с буллингом. Он учился хорошо и активно занимался спортом, хотя многочисленные травмы головы во время спортивных занятий могли негативно повлиять на его психическое состояние. По словам его семьи, в 13 лет Уэйд кардинально изменился. У него начались параноидальные мысли, и он стал уединяться, прячась от общения с семьей и друзьями. Его приемный отец однажды нашел наркотики у Уэйда и сообщил об этом в полицию, что привело к тому, что подростка временно отправили
отправили на принудительное обследование по закону Бейкера. Также Уэйд был временно отстранен от учебы за продажу наркотиков в школе. Несколько его одноклассников поделились воспоминаниями о том, как Уэйд вел себя в школе. Одна женщина вспоминала, как вместе с Уэйдом и другими друзьями они курили перед началом занятий. Она описала Уэйда как человека, который не уважал власть и часто находился в компании подозрительных лиц. Другая женщина рассказала о кратковременных отношениях с Уилсоном, во время которых он проявлял неуважение и изменял ей. Она также подозревала его в краже денег из своего портфеля во время учебы. Криминальный подросток. Уэйд Уилсон в старшей школе был известен как проблемный подросток, который не стремился учиться в колледже и дружил с теми, кто часто попадал в неприятности. Он склонялся к действиям за пределами закона, включая проникновение на чужую территорию и взлом автомобилей. Эти действия не приносили ему материальной выгоды, но, похоже, доставляли удовольствие. Несмотря на свои проблемы, Уэйд рос в доме с любящими приемными родителями, которые были описаны его одноклассниками как доброжелательные и заботливые. Они делали все возможное, чтобы обеспечить ему стабильную и поддерживающую среду, однако Уэйд не казался благодарным или ценящим усилия своих родителей. В подростковом возрасте у Уилсона начались уже серьезные психические проблемы. Он страдал от паранойи и галлюцинаций, видя невидимых существ в гараже, что вызвало большую озабоченность у его приемных родителей. Они даже вызывали полицию, чтобы подтвердить, что в гараже действительно никого нет, пытаясь успокоить Уэйда. В возрасте 18 лет Уэйд начал связываться со своим биологическим отцом, Стивеном, которого он просто разводил на деньги. Уэйд пережил несколько автомобильных аварий, которые привели к травмам головы и потребовали проведения компьютерной томографии, но, к счастью, серьезных переломов или кровотечений обнаружено не было. С начала 2010 года Уэйд Уилсон стал привлекать внимание правоохранительных органов, оказавшись вовлеченным в 20 различных криминальных эпизодов, включая обвинения в нападении и мошенничестве. Показания бывшей девушки. Келли Мэтьюс, бывшая девушка Уэйда, рассказывает, что их отношения начались сравнительно мирно, но вскоре Уэйд начал проявлять агрессию. Примерно в 2019 году, по словам Келли, Уэйд напал на нее, похитил и увез во Флорида Кис, где попросту изнасиловал. После этого инцидента Келли обратилась в полицию, но ее заявление так и не было должным образом расследовано. К тому же она утверждает, что в начале их отношений Уэйд представился ей под другим именем, и только позже она узнала его настоящую личность, когда получила письмо, адресованное ему. Это письмо также раскрыло информацию, что у него была дочь от другой девушки. Келли добавляет, что связалась с бывшей девушкой Уэйда, которая подтвердила его склонность к насильственным действиям. Ее он тоже периодически избивал. Как вы понимаете, все эти события характеризовали его не с лучшей стороны. Но откуда у него тогда поклонники? Расскажу чуть позже. Задержание полицией. После нападения на свою девушку около места ее работы, Уэйд Уилсон быстро покинул место преступления и направился в сторону Форт Майерс, откуда проехал примерно 10 километров до парковки Хэнкок-Бридж в Кейп-Коралл. Здесь он связался с Джошуа Лукичем, знакомым с прошлой работы. Прибыв на место, Уэйд попросил его о помощи в покупке билетов на самолет или автобус, выражая желание срочно покинуть город после совершения, по его словам, ужасных вещей. Однако Джошуа отказался участвовать в побеге и вызвал полицию. Уэйд Уилсон был арестован 8 октября 2019 года, всего через день после обнаружения тела Кристин Мелтон. К тому времени он уже находился в районе Огайо, куда попал после взлома дома местной пожилой пары. Местные жители видели его окровавленным и блуждающим по улицам. Согласно полицейскому отчету, на момент задержания Уилсон находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Видеозапись с нательной камеры полицейского, который прибыл на место вызова, зафиксировала Уилсона за рулем угнанного автомобиля Кристин Мелтон. Он использовал этот автомобиль для того, чтобы напасть на свою бывшую девушку и затем попытаться скрыться из Флориды. На записи видны повреждения переднего бампера, указывающие на возможный наезд на человека. А что делать, если вы попали в ДТП в США? Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки компания ДТП? Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Отказ от своих показаний.
И казалось бы, все очевидно, но дело забуксовало. Одним из ключевых доказательств вины Уилсона стали показания его биологического отца Стивена, которому он позвонил 7 октября и признался в совершенных преступлениях. Стивен изначально подумал, что его сын выдумывает, но позже, после второго звонка, поверил в его слова. Масса собранных доказательств, включая видеозаписи, показания свидетелей, признания бывших девушек Уилсона о его насильственном поведении, создали достаточное основание для открытия уголовного дела против Уэйда Уилсона. После ареста Уилсона и начала судебного разбирательства мир охватила пандемия, что неоднократно приводило к переносу судебных заседаний и экспертиз. Изначально Уилсон признался в совершении убийств во время первого допроса в полиции, а также своему отцу и бывшей девушке Миле. Однако вскоре после своего заключения он отрекся от своих слов. В тюрьме Уилсон кардинально изменил свою внешность, сделав на лице несколько татуировок, в том числе противоречивый нацистский символ. Несмотря на все усилия защиты, построить оборону на основе возможных психических расстройств Уилсона и других аспектов его личности, совокупность доказательств и его поведение в период, предшествующий аресту и во время судебных слушаний, сделали его фигуру крайне негативной в глазах суда. Показания в суде. Как разворачивался процесс? Следствие установило, что Уэйд Уилсон напал на Кристин Мелтон, когда она спала. Его действия разбудили женщину, и она начала активно сопротивляться, что можно было судить по сломанным ногтям, синякам и повреждениям головного мозга. В это же время, столкнувшись с Даяной Руис, Уилсон спросил у нее дорогу к школе, после чего женщина села к нему в машину, хотя точные причины, побудившие ее это сделать, так и остались неясными. Возможно, она подверглась угрозам, или же ее доброта заставила помочь незнакомцу, что стало роковой ошибкой. На суде было оглашено, что Уилсон видел страх на лице Даяны. Он признался в убийстве 2 женщин. Одной, которая просто хотела хорошо провести время, и другой, которая была на пути на работу. Во время суда также было зачитано письмо сестры Уилсона, Уэнди. Она описала Уилсона как человека, монстра, полного зависимостей, и подчеркнула, что не может его меньше любить из-за того, что болезнь украла его у семьи. Психиатр, выступавший на суде, провел несколько интервью с Уилсоном и его близкими, пытаясь понять причины его преступного поведения. Специалист отметил, что в детстве Уилсон не проявлял склонности к девиантному поведению, но все изменилось в 13 лет. Эксперт предположил, что у Уилсона могло развиться психическое расстройство, возможно, шизофрения или биполярное расстройство, которое не было вовремя диагностировано. Отсутствие адекватного лечения, отказ от наблюдения у врачей и приема препаратов могли привести к обострению заболевания, развитию паранойи, появлению галлюцинаций и неконтролируемым вспышкам гнева. Преступление в тюрьме. Но думаете, арест смог остановить этого человека? Уэйд Уилсон продолжил свои преступные действия даже за решеткой, что лишь подтверждает тяжесть его характера и поведенческие нарушения. Во время заключения Уилсон и его сокамерник Джозеф Катц предприняли попытку побега из тюрьмы округа Ли, в ходе которой они повредили металлическую раму окна и сняли металлический табурет, закрепленный к бетонному полу. В результате ему были предъявлены дополнительные обвинения. Также 20 апреля 2023 года Уилсон и еще 5 человек были арестованы по обвинениям в обороте запрещенных веществ. Полиция прослушивала телефонные звонки заключенных и узнала о разговорах Уилсона с Бонни Уиггинс, в которых обсуждались наркотики. Это привело к тайному расследованию, в ходе которого полиция наблюдала за Уиггинс и еще 3 подозреваемыми за пределами тюрьмы. Приговор. Но вернусь к основному делу Уилсона. Присяжные, учитывая жестокость его преступлений и его удовольствие от страданий жертв, выбрали смертную казнь в качестве формы наказания. Это решение было представлено как рекомендация, и окончательный приговор был вынесен судьей в конце августа 2024 года. Да, смертная казнь. Однако, учитывая мнение психиатра о психическом состоянии Уилсона, существует вероятность того, что приговор может быть изменен на пожизненное заключение с обязательной психотерапией и медицинскими обследованиями. Эффективность смертной казни как средство предотвращения преступности продолжает вызывать споры. Активисты утверждают, что она не оказывает значительного влияния на уровень преступности и подчеркивают риски ошибочных судебных решений, основанных на человеческом факторе. TikTok.
А помните, я говорил про поклонников? Летом 2024 года TikTok заполнили видео судебных заседаний, на которых Уэйд Уилсон появляется в строгих костюмах, выглядящий безупречно. Его привлекательность вызвала волну восхищения среди девушек-подростков, которые начали создавать множество видеороликов с романтизированным изображением Уилсона, сравнивая его с такими персонажами, как Джокер, а его адвоката с Харли Квинн. Добавьте сюда еще то, что имя Уэйд Уилсон полностью созвучно с именем персонажа кинофильма «Дэдпул», который как раз находится на новой волне популярности. В социальных сетях набирают популярность аккаунты, посвященные поддержке Уилсона, призывающие подписать петиции против его смертной казни. Это явление, известное как привилегии красивых, подчеркивает, как внешняя привлекательность может влиять на общественное восприятие человека, иногда даже смягчая отношение к его преступлениям. Но благо, что в этом случае справедливость восторжествовала. Согласны, что такое не должно сходить с рук? Пишите ваше мнение в комментариях. И да, буду очень благодарен вашему лайку и подписке. До скорых встреч!